some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause of sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise in the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Друзья, всем приветствие. Вы на канале BioStream. С вами Михаил. Плановая трансляция у нас по Horizon Zero Dawn в комплект Edition. Ну, следующие тоже будут игры разные, разнообразные. Я на это очень надеюсь. Вот, собственно, друзья, всем приятного просмотра, хорошего вам дня. Спасибо всем за поддержку там, и так далее, за подписочки, за просмотр, за лайки, за комментарии. Друзья, есть информация, сейчас немножко
по каналам. Есть подписка на Boost, если кто-то хочет поддерживать. Есть также подписка на YouTube. Но так как мы под санкциями и так далее, да, можно на Boost. Сделал я вчера, подкорректировал значки для кто хочет платно поддержать. В виде рун. Ну, типа по теме Assassin. Ну, как-то мне понравился еще Строва. По смайликам на Бусте надо, конечно, хотя бы там 2-3 подписчика, потому что там их вообще нету. Также на YouTube. На YouTube можно базово 5 загрузить. Со смайликами я, конечно, вообще полный прям, ну, вообще не понимаю, что, как там по теме. Я думаю, разберусь. Поэтому всех желающих, пожалуйста, если захотите поддержать платно. Так, по игре у нас, друзья, у нас 17-й стрим прохождения. Активно заходим в сюжет. А сейчас в данный момент мы идем в базу Нового Рассвета. Вчера были тоже некие у нас сюжетные прохождения. Но тут квестовых очень много попадается. Ну, то бишь, там квестик, тут квестик, сям квестик. Вот, DLC Frozen Wilds мы здесь с вами, я считаю, я закончил. Вот эти вот все усиления, повеселения. Мне хватает типа луков. Да, по поводу луков. Сейчас хотел бы еще, знаете, как в луках немножко посидеть. Вот сейчас прям на базовом, да, потестить. Потестить реально. Потому что, типа, у нас получается, вот этот я не беру, лук. Но лук Карха я вчера посмотрел, что дает инфекцию. Заражение, точнее, типа на 50. То есть он, ну, по сути, лучше, чем банук, что ли. Хотя тут, опять же, накапливает заряд написано. То есть при держать тетиву натянутой. И вы замечали, да, когда я стреляю, такой кружок в виде глазика, а потом такие две стрелочки, что ли, появляются, типа тетива натянута, нам говорят о том, что по полной можете стрелять. Я вот этот вот лук хотел бы сравнить. Это у нас получается 127 на 153. Дай-ка я куда-нибудь запишу. И сейчас попробуем высокоточно именно так же раскочегарить. С такими же усилениями. Так, секунду. 127... 153. Это у нас выходит вот это вот с наконечником. Как она, пробивной там, да? Охотничий лук. Попробуем сейчас модифицировать, очистить ячейки. Урон удобства. Урон удобства. Ну и урон повреждения брони. Пока снимем. Это у нас охотничий. Теперь идем сюда. Удобство. Удобство, урон. Вот здесь вот. Вот здесь вот хотелось бы поднять побольше. Потому как тут вроде стрел-то они побольше требуются. Экономить сейчас смысла нету. И вот хотел в плане эксперимента посмотреть, смогу ли я разогнать еще больше урона. Да, попробуем 50. Плюс удобство. Мне нравится это. Так. Повреждение брони. Нет, надо удобство именно и урон. Вот, есть. Удобство и урон. Да, потому что он у нас менее точный, этот лук, высокоточный. Тут надо больше по удобству. Удобство еще и повреждение брони, либо урон. Ну, наверное, скорее урон. Сколько там получается? 10, 11 можно поставить. Опять же, удобство и урон. Да, ну получается вот этот вот. Удобство и урон. А если... Подожди, я поставлю... Повреждение брони, наверное, урон. Сколько у нас будет? У нас с вами выходит-то не так много. Ну давай. Предположим, я поставлю на повреждение брони и урон. И здесь также. Итого, я имею с пробивной... Ну, вот с этого вот, с наконечником, да? Высокоточный. Получается, у нас урона 181. Повреждение брони 85. Но тут есть повреждение брони, он там стрела на 170. То бишь переключаться. Ну да, в совокупе... Котик, приветствую. Приветствую, хорошего дня. В совокупе, короче, урона, ну, на порядок выше. Прям на порядок. Это где-то на 60 единиц. С такой стрелой. Какие-то опросы скучные и однообразные.
Реза, приветствую, давно к тебе не заходил. Приветствую, хорошего дня. Ну, дружище, а ты каждый день ты упадешь какое-то разнообразие вносить. А если типа не напоминать, то так и вообще как-то, знаешь, особо-то и никто и не заморачивается с этим. Поэтому я так уже просто кидаю. Ну, надо кому-то, можно вообще не кидать. Ну, знаешь, чисто так. Так, а если здесь вот... Сколько у нас получается удобства? 43. От удобства у нас с вами влияет тетива. Если я, допустим, немножко поменьше повешу урона, но побольше сделаю удобства. Это на 11 у нас прибавится удобство. Да, давненько не был, давненько не был. На 54 удобства. Но при этом я теряю 49, а там было 180 урона. Ну это колоссально, колоссальная прям потеря. Юрец, приветствую, хорошего дня, добро пожаловать. Если есть что предложить, котик, так пиши. Пиши и рассмотрю как вариант. Да, придется тогда эту оставить. Ну да, посмотрим на 43 удобства, как это будет выглядеть. Но зато уронище тут будет тьма. Юрец, хорошего дня. Зашел поздороваться, поставить лук. Спасибо большое, спасибо. Удобство ни о чем не говорит, ставь на урон. Нет, Реза, удобство говорит о многом. Просто о многом. Потому что, например, вот с этого лука без удобства я не мог вообще попасть. Ну, вот честное слово. С лука защитника банок. То есть он мажет прям колоссально. Но по максимуму я поставил руны на урон. Это по максимуму. Сейчас я тогда на охотничий накину что-нибудь. От холода, от электричества. Так, где-то у меня там на огонь. А, вот оно, удобство огонь. И наконец-то дали еще одного сотрудника, плюс мой помощник берет теперь нас трое, а значит будет больше выходных. Хорош. Один на урон, а другой на удобство. Нет, там сейчас я тебе покажу, наверное, более... Так, удобство плюс повреждение брони. Тут удобство, урон. Хорошо. Но тут, например, вообще на удобство не надо, на охотничьем. Он очень хорошо в этом плане. Вот удобство, урон. Повреждение брони, огонь. Огонь. Урон. Урон, электричество, холод. Урон, повреждение брони. И что я тут наделал? Получается, охотничий. Я сейчас вот здесь модификации снял. Вот здесь вот. То есть поставил с охотничьего сюда. И здесь получается, что урон упал колоссально. То есть тут было 127 на 153 вот с этого наконечника. И удобство тут 147. А здесь я по максимуму поставил на удобство. Так, что там? Удобство ни о чем. Вот это вот я не согласен, конечно. Один на урон. Так тут вот, так и стоит. Если ты заметишь, то тут ладошка стоит, типа вот удобство. Удобство, урон. Тут вообще урон, также с удобством. А других рун у меня вот таких вот нету. Тут просто вот, ну, банально на урон. Банально. Блин, да что ты заметил в этом Хогвартсе? Почему она такая имба, Миш, а ты в Хогвартсе... Нет, Хогвартс я не брал. Есть на этом, как его... Данон Талерс, там есть разделы рекламодателей или как-то сотрудничество. Там есть этот магазин с ключами. С ключами для России под игры. Но там требуется активация Стима. Короче, под запретом русские и белорусские. Ну, ты понял эти аккаунты. Вот, хорошо, сейчас проверим. 43, 147. По поводу, вот, сейчас Реза, да, хотел добавить. Удобство это дает быстрой натяжкой тетивы, как я заметил. И плюс более точно. Но опять же, редкий особый охотничий лук, он все равно на дальней дистанции, он не такой точный. У него идет разброс стрел. На ближней дистанции очень хорошо. Ну, плюс огонь стакать, это прям, ну, классно.
Мне прям зашло. Вчера я быстренько на стак ему прям пулял. А высокоточный получается, что у него удобство, я не знаю, почему такое маленькое. Ну, должен типа точно на дальнее расстояние бить. Но при этом, при всем, у него вот эта вот стрела, которая дополнительные компоненты развивает. Смотрю, прям хорошенько поднялся. Ладно, посмотрим. Сколько же еще бед нам надо перенести? Тут видишь еще какая тема. То, что здесь у нас требуются палки и эти кусочки, да, металла. То здесь и получается больше палок, больше кусочков. А нет, кусочков чуть поменьше, но тут еще проволока идет. Вот что. Ну, типа провода. Но могу предложить проводить опрос на следующую игру, когда дело с этой будет подходить к концу. Котик, дружище, да без проблем. Ссылка есть в Дискорде. Заходи в Дискорд, да пообщаемся. Чего прям какие-то все скрытные, прям боитесь, как будто кусаюсь. Ты имеешь в виду опрос, то, что по лайкам вот это вот я ставлю? Или скучный опрос, который ВКонтакте? Ну, как бы, уточни, пожалуйста. Мне вообще пофиг, какое удобство. Мне главный урон. Ну, это правильно, Реза, правильно. Но, вот опять же, повторюсь, когда я бил с вот этой вот инфекцией стрелы, я не мог попасть. А я был под инвизом на довольно-таки таком расстоянии хорошем. А, по лайкам. Понял. Я прям сочту, я не знаю. Как вариант, ну, типа, с уважением. Если будут какие-то вбросы, без проблем. А то я смотрю, там старый школьник, всем зашло, да? Ну, типа, школьник и школьник, да еще и старый. Ну и нормально. Смотри, есть ВКонтакте, есть Телеграм, есть Дискорд. Только заходите, да, говорите, и, ну, все в нормальном, как бы, духе-то. Расположение, я имею в виду, в духа. А то, знаю я, там некоторые бывало такое. Вроде сначала тихо-тихо, а потом начинается, блин. Да ты, да мы, да я. Да надо так, да надо этак. Ну, в общем, ты понимаешь, я думаю, ты не маленький. Как ты будешь киберпанк играть? А, так ты будешь киберпанк играть? Дружище, скажу так, Реза. Прям вот как есть. Парапет. Можно спрыгнуть с него. Ключик я просрал. Нет, я покупать его не буду. Я ключик просрал. Ну, типа... Мне надо было запрашивать, там были ключи. Вот, типа, запрос подать надо было на данную игру, а я не подал. Я такой думаю, ну сейчас я, ладно, пройду, типа, это. Там свое, потом, ну, вот это голосование, а потом, типа, запрошу. А потом-то его не стало. А покупать за 4К? Не-не-не-не-не-не. Ты чё, я тут за 2,5-то не знаю. Сторона башни. Найди шахту. Взял себе М2 на 1 терабайт. Семерка теперь меж летает. Верю, верю. Так ты тут уже бывал. Разумеется. А теперь слушай внимательно. Я хочу тебя предупредить. Через какие торренты? Нет, я тебя умоляю. Показал тебе лазейку. Серьезно. Только проберешься внутрь, пути назад не будет. Прежде чем спускаться вниз, Пути назад не будет. вооружиться и как следует собраться с духом. Ничто не должно отвлекать тебя. Остались незавершенные дела, доделай. Или забудь про них. Нытья я не потерплю. Тебе ясно? Все ты потерпишь, как миленький. Я тебя в попутчике не звала. Я, знаешь, это сейчас по поводу М2, Юрец. Короче, комп, когда собирал, тоже мне поставили М2. Сейчас, Я посвятил жизнь тому, Сейчас, секунду. чтобы выведать тайны этого мира. Реза, не будь Максимом тем самым, который мне тут за торрент втирал. Я уже миллион раз объяснял, на полном серьезе. И чудеса. И многие годы, десятилетия. Я как бы нормально, кстати, отношусь к этому, но я не приверженец. Сломать, и двери которых не открыть. Так. Пока с Дикого Востока не явилась охотница. И на тебе, перед ней все тайны мира лежат как на ладони. Полагаю, тебе с этой дверью повезет больше, чем мне. Сайты, ну я понял, сайтов много. Проводится опознание. Да, Рез, да без проблем, да что хотят, пускай делают.
Неисправность. 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 Это что, шутка? Я что, смеюсь? Заткнись. Должен быть способ. Эй, я Элизабет Собак. Мне нужен доступ. Запрошен доступ. Корневые командные функции доступны. Желаете продолжить? Тут даже паузу нельзя поставить. Анализ. Основной порт доступа неисправен ввиду механической поломки. Доступна процедура аварийного вентилирования. Короче, в ней гены какого-то там профессора Собака этой девочки. Включаю аварийное вентилирование. Вот, пауза. Короче, по поводу М2. Юрец, собрал когда компьютер, а мне поставили, типа, блок питания 600 ваттник. Я такой говорю, хватит его? Ну, типа, сборщиком. Да, хватит. Типа, новый там. Я, все хорошо. Поставили на терабайт, по-моему, XGP как-то, или как они, вот эти фирмы есть. Влупили туда 1 терабайт. Я такой, типа, прихожу, начинаю стримить, у меня комп тухнет. Прихожу, там опять стримлю, комп тухнет. Каково мое было удивление, когда я вставил в китайский переходник не в слот М2, а в другой слот, там, где обычно PCI-экспресса. И у меня, короче, работал комп. Я потом говорю, у вас М2, походу, навернулся, созвонился, а я туда уже всю информацию накидал, там, свои пароли, логины. Я говорю, там информацию-то удалите, я ж не могу его включить-то вообще никак, у меня и сына не было компьютера. Вот, да, удалим. Они мне дают, короче, гигабайт на М2, точно такой же по цене, тоже на 1 терабайт. Я приезжаю, тоже вставляю специальный слот М2, включаю, он то же самое ведет себе. Я говорю, у вас этот, типа, SSD-шник то же самое ведет. И по стечению всего времени, потом уже где-то спустя полгода, я реально через переходник М2 использовал в PCI-Express слоте. У меня все нормально работало. Но когда я начал разбираться уже популярно для себя, я ставил этот М2 в раздел, где должен он стоять на материнской плате, и включил AIDA. И там, оказывается, этот блок питания нифига не вывозил. Этот М2. И когда мне мои, типа, товарищи начинают писать, зачем тебе 1000 ватт, типа, это очень много, возьми лучше дороже, но меньше ватт. Я вообще не понимаю. Типа, я захотел, я купил. Я спросил даже на стримах, ну, между прочим, какое, типа, удобнее. Ну, типа, подороже, но меньше ватт, либо подешевле, но побольше. Возьми, говорит, побольше. Ну, это как бы, собственно, так. Вот, я взял блок питания, все заработало, вот эти все SSD-шники. Это я к тому, что у меня такое вот было, это, как это сказать, такой опыт, скажем, на нем. По поводу торрента, что такое так? Многие так, нет. Чтобы купить и поддерживать, сейчас игры стоят, каха, особенно новые. У меня... Да, но я ж про это, Юра, говорю, то, что я спросил, 600 ваттника хватит? Да, хватит. Понимаешь? Да, хватит. И когда я говорю, вот этот блок покупал уже спустя 3 года, мне также писали, что тебе и 700-ника хватит, и 600-ника хватит, и 500-ника. Ну ты типа купи Сьюсоник там за 25 косарей условно, да, какой-нибудь. Конечно, хватит. Ну, вообще без проблем хватит. Но когда тебе сами собиратели это впихивают на новой платформе, ты такой, блин, чё? И я очень долго голову ломал, на полном серьезе. Единственное, вот только через переходник я пользовался. Причем питания хватало. А блок питания, короче, не выдерживал, как там, в AIDA 12-вольтовая вот эта линия, в AIDA там показана, она, короче, падала очень сильно, когда в слоте М2 стоял. Ну, как-то так. Так, Реза, по поводу вот этого всего. Смотри, я все равно предпочитаю либо официальные игры. Вот я тебе говорю один раз, я больше не буду повторяться, на самом деле. Я уже упал на этом теме, просто говорить. Я либо люблю официальные игры, либо если жду, есть возможность, разработчик типа соизволь, ты выдаст ключик. Либо запрошу, выдаст ключик. Если нет, со мной ничего не станет. Я найду другую игру. Вот как-то так я отношусь. Ну, либо официально, либо через разработчика, либо своими силами. Ну, либо я не пользуюсь этими штуками. Вот, ну, не знаю, ну, так я расположен, такой я по натуре. Но не хочу я этого делать. Какой мне смысл что-то качать, устанавливать, лупить, лишь бы для того, чтобы это было? Тем более, да, типа, поддерживать и так далее. То же самое, думаю. Лучше поддержать наш, да вообще любой, это же тоже как бы труд. Ну, вот реально труд. Сделать, выложить.
игру там в доступ. Если дофига дорого, да никто брать не будет. Поверь, мы люди маленькие. Я уж честно скажу, я за 4 косаря, даже за 3 косаря, по-моему, ни разу игру не покупал. Если не считая приставок, да и то я там не помню. Мы, по-моему, диски в Ашане брали там что-то по 800 рублей, но это было какой там 12-й лохматый год. Да, нет, какой в 12-й? В 10-м Леха родился, а мы с женой где-то в 9-м брали году. По 800 рублей на Xbox. И то это было дорого. Тогда игры-то на ПК продавались где-то в районе 300-400 рублей. Вот такие вот мысли. Также запасом у него лишний. Так. Че оперативка какая? 4-я. Я ее поменял. Ту свою сыну отдал 3200, а у меня стоит 3733. Купил себе... Чего? Стардервали за 500 игра. Просто супер класс СВ своих денег стоит. Котик, тут у меня вопрос. Котик. Котик. Недооценил тебя. В который раз. Еще, знаешь, это самое, я вот, извините, еще хотел бы добавить. Когда, типа, взломанная игра, фиг пойми, что они там напихали, чем они взламывали. Что ты себе на комп засунешь. Тоже учитывать, это надо момент. Вальгал убрал за 4,5 full пак. Ну ты, это круто. У тебя есть Discord, котик? Как с тобой можно пообщаться, выйти на связь? Если ты желаешь, если у тебя есть предложение, я выслушаю, серьезно. Я, наоборот, принимаю это нормально. Когда не кто-то свое мнение пихает, а когда советы, вот, нормальным, да, вот. Слушай, попробуй так сделать. Да не вопрос, давай попробуем. Никогда не получал вирус сайта. Вот, ты не получал. А у меня он мой сидит, фигарит, качает. Ну, сейчас, правда, нет. Сейчас у него учеба. Фигарит, качать всякие программы, там, взламывают, чтобы попасть на сервер, или взломанные, там, игры, что-то там. Короче, там такая муть. Потом, батю, давай установим. Сейчас уже Windows сам устанавливает. Уже все, ему флешечку там дал, он все уже скачал, установил с официального сайта, там, все делает. Хакер растет. Да без проблем. Не, ну просто при всем уважении, кто-то это делает, кто-то нет. Я типа не привержен. Возможно, я потом передумаю свою точку зрения. Это нормально. Но просто пока я не вижу в этом смысла. Рано обрадовалась. Это привлечет внимание. Теперь нам придется поторопиться. Нам? Вообще-то я тут одна своей шкурой рискую. Как Так, сейчас котик ответит, я надеюсь. Нам столько всего нужно узнать, а времени так мало. Юр, вот, кстати, тебя поймал, что хотел сказать. Я тебе говорил по поводу СВНДки, да, там типа на ВК. Ты помнишь, у нас же этот Виктор, помнишь эту команду? Я вот сейчас хотел, вот ждал, зайдешь ты, не зайдешь. Виктор там еще у него в команде. Дима, который с нами играл. Сейчас на ВК фигачат стримеры в активную. Даже Виктора в команде этот, я забыл, как его зовут. Я даже, честно, не знаю, как зовут. Канал, говорю, забыл. Он тоже что-то прохождение делал. Сейчас с ВНД-ку играет. Здесь на ВК. Серьезно. Мне не понравилось, Юр. Честно, я уже говорил, мне не зашло. Дискорд есть, но вроде и тут норм общаемся. И я свою мысль уже изложил. Добавить нечего. В смысле? Сеты будут подходить к концу. Ну я понял. Ну вроде и тут норм. Короче, ладно, как тебе удобно, так и без проблем. Мне ВК что-то не зашло. Да мне тоже, я, наверное, буду отрубать его. Какая-то поддержка вообще непонятна. Новый рассвет. Мы его нашли. Что тебя так удивляет? Качество типа нормальное, а толку нет никакого. Обнаружила многочисленные ошибки. Попытка восстановления. Так, что это за комната? Думаю, это преддверие. Осмотрись. Давай осмотримся.
Типа, пока мысли такие, что, опять же, кто со своей, типа, аудитории, то нормально. А нету аудитории, то так же будешь сидеть и... На тролл хотя бы ты мог эликсирами там как-то разбавить. А здесь без понятия, как это разбавлять. Зачем мне это читать или что-то я в этом узнаю? Персоналу приемно по-прежнему требуются дополнительные ресурсы для работы с прибывающими на базу кандидатами. Многие из них напуганы или сбиты с толку. Некоторые находятся в состоянии крайне... Это я понял. Новый рассвет это типа... Если кто пропустил, новый рассвет это типа... Одна занималась нормально, типа роботами во благо мира, другой занимался военными. Военные роботы вышли, или кто там, интеллект вышел из-под контроля. И чтобы, типа, это все поставить на круги своя, вот это Сьюзан, или как она там, врач, короче, сделала новый рассвет. Вот. Такую программу. Заручилась поддержка там каких-то вояк. И вот мы сейчас на этой базе. Присядьте и подождите, пока вас вызовут. Доступны прохладительные напитки. Пойду тоже по шпилю. Комната помимо. Хорош, хорош. Хорошего шпиленья, как это сказать правильно? Хороший шпиль. Звукоизоляция. Отправитель. Можно ли улучшить звукоизоляцию между проекционным залом номер 1 и приемом? Большинство кандидатов во время презентации ведут себя тихо. Но есть такие, кто кричит, плачет на взрыв. И другими кандидатам ожидает... Ага. Проследуйте в зал номер 1 и просмотрите важное сообщение касательно цели вашего визита. Чего? Да ладно. Да не, Юрец, это все такое, знаешь, они приходят и потом уходят. Это такое все. Там одни и те же, я думаю. В 5-й раз прошу, пожалуйста, пополнить запас травяного чая, приемный, так понятно. Что там по соединениям? Что это было такое? Голографический театр. Файл НР-01 Театр. Воспроизведение. Давайте посмотрим. Это проект «Новый рассвет». Я генерал Херрис, председатель Объединенного комитета начальников штабов США. Вы все слышали... Вот, все, он тоже затеял эту хворь. Это такой Он вчера признание давал. Технологическое чудо, которое спасет нас от чумы Фаро, если операция «Свобода» поможет сдержать наступление роботов. Я знаю, вы это слышали, потому что я сам пустил этот слух. И все это ложь. Новый рассвет вовсе не проект супероружия. И он нас не спасет. Ничто не спасет нас. Вот почему. Когда мы узнали о сбое, было уже поздно. Чуму Фаро не остановить. Никак. Роботы будут размножаться и поглощать биосферу. Жизнь на Земле будет... Вот, они все живое сжирают для топлива. Глобальное вымирание... Или для чего-то. Сколько бы мы ни убили, роботы размножаются в геометрической прогрессии. Будь у нас коды деактивации, мы бы их всех отключили. Весь рой. Но они используют многофазные запутанные колебательные сигналы. На то, чтобы взломать такой код, уйдет полвека. У нас всего 16 месяцев. Так что этот вариант не подойдет. Уничтожение биосферы не тот случай, когда можно отсидеться в бункере или на орбитальной станции. Земля, какой мы ее знали, исчезнет. Останется токсичная каменная глыба, населенная роботами Фаро, спящими в ожидании еды. Вот правда, что кроется за ложью об операции «Свобода». Моей ложью. Ложью, призванной побудить миллионы невинных людей пожертвовать собой в бою.
Зачем? Цель одна. Выиграть время для вас и для вашей работы здесь. День, когда все живое на Земле вымрет, уже близок. Он неизбежен. Суть нового рассвета в том, чтобы мир мог возродиться. Но право пролить этот луч света во тьму я предоставлю Элизабет Собек. Вот, и мы похожи типа на нее. Всё. Мне хотелось бы узнать, почему мы. Я думаю, что она нас воскресила через сколько там лет. Или как-то так. Потому что машины научились сами себя там Как так делать. может быть? Ведь жизнь на Земле не исчезла. Он сказал, что это неизбежно. Но ведь избежали. Как-то же Элизабет нас спасла. Нужно еще поискать. Нужно выяснить, как она сумела. Чего? Что лучше покупать? Assassin's Creed Unity или Синдикат? Вообще как-то прям возьми и то, и то. А лучше не купи, а скачай, как ты говоришь, с торрента. Соколы. Они пробрались сюда, по шахтам. Ты должна узнать правду, несмотря ни на что. Рассредоточиться! Ёлы-палы, сокола. Убивать все, что движется! Что это такое? Гробница? Пусть это... Хорошо. Примитивным дикарям нас не остановить. Точки с данными. Что в них? А я-то откуда знаю? Не, типа я не призываю, но судя по твоей логике, что проще скачать, то может быть проще скачать и в то поиграть. А все равно урона не хватило. Я вроде в голову попал вот этому здоровому при всей натяжке, и не хватило на его убийство. Так понятно. Вы строите космический корабль. Ну, очевидно же. И ничего у вас не выйдет. Я гарантирую. Помните Одиссею? Международную косморухлядь, которая с 57-го кружит по орбите. Годы работы и провал. А у вас в запасе какие-то месяцы. Вы хоть представляете себе объемы задачи? За такой срок успеть подготовить корабль. Да, там можно назад сейчас вернуться. Проектом. Вы понимаете, как мало народу он может спасти? Вся эта концепция корабля-ковчега. Да ничего не выйдет. Лучше бы вы сразу взялись за эмбрионику. Тут нужны огромные двигатели, огромный запас энергии и прорва ресурсов. Так что даже если вы его построите, даже если выведете в космос и отправите к Сириусу-10, для людей места на борту не останется. Пожалуйста, успокойтесь. Да вы просто психи, если вы надеетесь отсюда улететь. Никто никуда не улетит. Санитары! Сразу санитары, да? С нами ученый-эколог Сюзанна Альберт. Доктор? Простите, я отвлеклась. Доктор? Не, он типа не токсик. Ничего, ничего. О чем вы Он типа понимает, что хана всему, Что сказать? и панику уже начинает нагонять. В 1951-м, когда второе землетрясение повредило реактор на Сизигии Восточной, я была в оперативной группе. До сих пор это снится, хотя столько лет прошло. Как по дисплею расползалась красная зона, медленно, словно раскрывающаяся ладонь. Сейчас, подожди. Ваш вклад в ликвидацию той аварии вас и пригласили в проект. В самом деле, странно. Ведь у нас ничего не вышло, там больше ничего не растет. Это был катастрофический провал. Но красная зона пустяк по сравнению с глобальным сокращением биомассы. Биосфера и гидросфера разрушатся, Земля станет необитаемой, и это Вот, видишь? произойдет еще до того, как роботы нас прикончат. Операция «Свобода» тут нам уже ничем не поможет. Так что давайте рассказывайте, что такое новый рассвет. Тут типа тут находятся вот эти вот все, как они, доктора, профессора, и они понимают, что всему хана, Земли нету. Даже до того, как еще, ну, типа, роботы здесь начнут властвовать, ну, типа, приступят поедать эту всю биомассу. Людей, растения, все живое для своего топлива, для своих созданий таких же роботов. Вот он и паниковал, а ты такой, сыкло. Да-да.
Тут, типа, человек понимает, что надо какое-то спасение искать там туда-сюда, а ему сразу врача, говорит. Окружающие среды. Вот поэтому вот эта доктор Сьюзан, она наоборот, типа, пыталась защитить Землю. Но я так понимаю, что она осознала, что она ничего не исправит. Думаю, вы понимаете, почему нам пришлось доставить вас сюда в такой спешке, мисс Акила? Капитан Окило, хотите похвалить меня, что я не сопротивлялась? Разрешить эту ситуацию дипломатическим путем не представлялось возможным. Когда кто-то вспоминал про наши залежи лития, вместо дипломатов к нам всегда присылали Рой. Металлурджик Интернешнл. Как же, говорит, боец. А как? Маркировка, но роботы были одни и те же. У вас большой опыт по части вооруженных конфликтов с участием роботов. Боец, типа, все по-разному. Протезами. Но все равно, как бы трудно ни было, я продолжала бороться с этим кошмаром. Кибервойна. Я думала, новый рассвет — это что-то вроде проекта Манхэттен, генератор кодов деактивации. Я задействовала все ресурсы, но пришла к выводу, что взломать коды невозможно. Я надеялась, кто-нибудь докажет мне, что я не права. К несчастью, ваш прогноз соответствует истине. Так и сказал ваш генерал Херрис. Ну что ж, для чего-то же вы меня сюда привезли? Что же нам остается? Когда читать-то собираешься? Тебе прочитать их, наверное, ну, денечек потратить. Какая-то ошибка. Я не понимаю, зачем меня сюда привезли. Зачем вы мне все это показали? Я знаю, тяжело так сразу это осмыслить. Холли рядом со мной сидел лауреат Нобелевской премии по биофизике и еще какой-то... По биофизике. Не говорит ни по-английски, ни по-китайски. Очень странно. А генерал Херрис, что он имел в виду? Рой роботов, чума Фаро. Я понимаю, все это очень страшно. Но неужели их правда не остановить? Зачем говорить такое? В Шанхае у меня друзья, родные, знакомые. Они уже присоединились к операции «Свобода». Неужели все зря? Мы все умрем? Мы сможем ответить на некоторые из этих вопросов. Просто объясните мне, зачем я вам? Я не могу понять. Мы выбрали вас из-за... Все-таки в отпуске не смог нормально поиграть. Может быть, я искусствовед. Моя область знаний — голландская живопись, японская каллиграфия, Герхард Рихтер. Кому это теперь нужно? Что еще хотел сказать, Юрец? Это самое. Это чувак, который у Виктора был в команде. Я помню, там в чате постоянно общался. Вот. И каково мое было удивление, когда он на ВК перешел. На ВК, по-моему, на YouTube он стримит. У него на YouTube хороший рост пошел. У него на ВК много просмотров, смотрит нормально. И он еще вот эту 7-дейку. Ну, он там разные игры играет. Но последний раз я увидел 7-дейки. А на Тролл канал я решил перейти, посмотреть, как у него там вообще какие-то сдвиги есть. У него канала, короче, нету. Ну, либо ссылка битая была. То есть в его профиле в описании. Я не мог пройти, короче, канал. Он говорит, такого канала не существует. У меня тут чувство, как будто ему забанили, либо удалили. р-02 не поврежден. Воспроизведение. Что сейчас мы опять увидим? Собак. Вы все слышали. И это правда. Чума Фара пожирает биосферу. Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Ты у меня спрашиваешь, Реза? Сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. И что это такое? Программа, игра? Цель проекта «Новый рассвет». Создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя — Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач.
И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэрис. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов Фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок. Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с Геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Ну, типа, короче... Не, ну классно. Классно. Ну, типа, короче... Но потом ее воссоздали? Да. Да-да-да. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Но тогда зачем Аид? Если он был частью Геи, как он оказался внутри робота Фаро? И почему он хочет меня убить? А Аполлон, архив знаний, что с ним стало? И почему Гефест напал на Бирюзу? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ ждет впереди. Короче, нас также возрождали вот с этого... Петя, иди в жопу, Петя. Понял, да? Вот, нас также возрождали и так далее. Также людей, как и все остальное. Вы со своими этими вот штуками, вы идите на политические сайты. Вы чего, блин? Вы не понимаете, что это все в политике замешано? Че ты мне вот это нарисовал? Ты что там, эксперт какой-то? Или кто ты там? Ты кто? Вот, ну, не, все равно, ну, классно, классно. Она типа пыталась, она понимала, что хана этому всему, что придет это... Сейчас я, друзья, секунду. Что придет ко всему этому конец, и ей надо было как-то это все, не знаю, возродить. Гефест, Бирюза. Бирюза это в Frozen Wilds дополнение. Но там Аид напал. Там, понятное дело, что вирус был. Не более того. Фара, вот это вот все. Текстовую запись. Петр. Петр, приветствие. Хорошего дня.
Петр, это ты, Петя? Блядь, ты какой ты чумной-то. Тебе говорят, иди знакомься со всеми этими штуками. Я помню тебя, ты уже раз заходил. Ты читай внимательно, что это такое. Я не тот Петя. Да я понял. Это дебил Петя. Он не понимает, что все политиканы — это наши вышки, это все на политическом уровне. Политика сейчас абсолютно везде, поэтому я запрещаю эти темы тут обсуждать. Говорю, иди у себя обсуждай. Что ты как дурачок-то? Как у тебя дела, Дзурк? Помню, да, заходил. Давненько заходил. Сейчас я, секунду, записная книжка. Вот когда ты напишешь в чате «Слава России», тогда мы будем с тобой разговаривать, понял? А пока эту херню иди у себя пиши. Заколебал. Не, ну ей-богу. Так, а где еще одна? Ага. Да, вот, Юр, вот такие вот люди. Вот они думают, что все, вот вокруг них должно вертеться. Конечно, согласен. Даже написано, что когда идет военная конфронтация, это все равно политика. Вот, это все равно политическая тема. Потому что это идет за территорией какая-то борьба. Это все равно политика. Ой, блядь. Вот. И Украина в составе России. Сука, хорош. Ну ты давай сразу там несколько аккаунтов-то нарисуй. Позабанить тебя к херам. Работа, поиграть некогда. Да я помню, Дзурк. Помню, ты все играл с нами там. Я, говорит, пойду в ванну, говорит, смотрю там, тебя, говорит, раз, уснул. Проснулся, говорит, а вы все играете в Савендейку. Сейчас, ребята, я извиняюсь, прям, ну, нетерпение у него, не желание высказаться там какую-то херню, там, написать ахинею. Со своими лозунгами лезет, блин, орет, это не политика, это еще что-то там. Я даже, сейчас скажу где, в Википедию открой, там все написано, там все. Тебе не угодишь, ты же... А я и не просил, чтобы ты мне угождал. Понимаешь, мне вообще не интересно, что ты пишешь. Когда ты будешь знать свою историю, своих корней, тогда у тебя не будет никакого такого поноса словесного, а тем более на других каналах, на других сайтах там, или где ты там это все разносишь. Так, это уже 4-й аккаунт. Давай, ждем. Сколько у тебя их там еще? Десяток будет? Вот, мой совет тебе зайти к дяде Славе, есть ютубер, либо к этому, к миротворцу. И вот он там по эту тему все говорит, рассказывает, объясняет, даже тебе факты скинет, ссылки скинет на статьи по истории. Да, может быть, они и так знают. Все расскажет, почему именно сюда-то лезть, если видно, что здесь вообще не про эту тему. Не, ну надо что-то вот прям изнутри его рвет. Я думал, таки не попадается. Да нет. Попадается, Юр, попадается. Тут еще 2 дня ходил один, там, какой-то сайт там рекламил. Я прям сразу увидел, такой, типа, забанил, а что толку-то? Он потом с другого аккаунта зашел. Во, давай, хорош. Вот смотри, он говорит, Славу, как и миротворца, забанил. Ты, походу, следующий. А факты у тебя есть какие-нибудь? Твоим словам пустым? Нету. Потому что я вот только вчера смотрел, по-моему, позавчера смотрел. Ну...
Сейчас я промотаю чатик. Забанил он, блин. Ты сопли вытерпи, блин, баннер. Ты такими правами не уполномочен, чтобы кого-то банить. Причем за свою ахинею. Тебе же никто не навязывает, навязываешь ты же ты. Так, ладно. А что у нас можно прочитать? Конечно, согласен. У меня будет шанс возместить то, что я... Тот урон, который... Мне кажется, я недостоин, но я согласен, без вопросов. Тот факт, что вы к этому причастны, для нас не важен. А для меня важен. Доктор Собак, Марго, у них хватило ума вовремя уволиться, но никто из нас не придал этому значения. Мы решили, что они просто не созданы для ББВИ, а это более быстрое внедрение инноваций. Когда хочешь всех обогнать, сделать лучше, сделать идеальную машину для убийств. Поразительно. 1,5 столетия фантасты стращали нас сценариями конца света, а мы так и не вняли их словам. Я порвал с той жизнью. То есть, я готов работать, готов вкалывать, чтобы обеспечить своей семье место в Элизии. Это еще какой-то молодой ученый. Сейчас, секунду, друзья. Жду кого? Atomic Heart. Да он будет, я посмотрел, там уже есть эти вбросы, Юр, предзаказ, но это на ВК Play, либо, по-моему, по подписке. Там надо смотреть. Я нашел на ВК Play это самое. По-моему, 2,5. Ну, вот эта площадка. Да, новая. Там лаунчер устанавливаешь, и там, типа, есть покупка. Либо, вроде как говорят, по подписке. Если ты там, типа, подписку держишь, где там Xbox, там и так далее. Работа, поиграть не во что. А чем ты занимаешься-то, Дзур, Петр? Что-то я помню, мы с тобой как-то общались, ты к нам зашел, там метро пропилил на сколько-то километров. Пошел, говорит, я уснул. Лазутчица! Взять ее! Меня увидели. Вот только не вздумай сейчас погибнуть. Все равно, да, вот крепкого я не могу убить. С одной я имею в виду стрела. Да, они там все, в принципе, крепкие. Значит, урона не хватает. Нет питания. Есть другой маршрут. Я так уже делала. Тут нужен визор. Сейчас. Тут, походу, загадка какая-то нужна. Ну, типа, разгадать. Ё-моё. Юр, да ты чего? Тут еще... Ты вот удивляешься. Меня вчера там вообще, говорят, приезжай, говорит, на день рождения. У меня день рождения. Как будто, знаешь, я вот у человека спрашиваю, а когда, блин, у тебя день рождения? Может, я к тебе приеду на день рождения? Спрашиваю даже такие вещи. А потом, говорит, приезжай, говорит, ко мне в Киев на день рождения. Ты понимаешь, вот, у людей фантазии прям... Рабочий по обслуживанию и ремонту в местном... Что-то припоминаю. Ладно, это не столь важно. Самое главное, она есть. Новый рассвет. В каком-то роде произведение искусства величайшего масштаба. Но все так несправедливо. Почему выбрали меня? Кто выбирал? Коллеги или алгоритм? Моя семья будет спасена только потому, Сюэйн какая-то. на искусствоведы? Разве это правильно? Доктор Сюэй. Кристина Сюэй. Да. Я встретила человека, он тоже искусствовед. Его специализация Баухаус и новые материалисты. Но он был на одном из моих докладов. Еще одна прихоть случая. Даже не верится в такое совпадение. А сколько людей было в той аудитории. И все же я готова смириться с судьбой. Да, это несправедливо, конечно. Но ради моей семьи. Ради искусства. Смириться с судьбой. Должно жить. Что типа мы все это. И отдаваться эхом в будущем. Нельзя допустить, чтобы оно кануло в лету. Такой шанс. Я должна им воспользоваться. Вот на теме ФБРовскими горе-хакерами из пересмешника.
Я с удовольствием постебался. Хотя с той девчонкой немножко перегнул. Она симпатичная была. Ну и в конце концов, это же просто ее работа. Ну да, Она Петр, не верно. понимает, насколько нелепо звучит этот план. Доверить роль Господа Бога пацану. Это одно и то же. Голограмм. Ну серьезно. Ведь так оно и выглядит. Смотри, мам, я делаю природу. Если природа так важна, тогда не трогайте ее руками. Вымирание – естественный процесс. А новый рассвет уж точно нет. Да он настолько неестественный, что нормальные люди его бы назвали кощунством. Потому-то вы и скрываетесь. А тем временем симпатяшка-психолог сидит и кусает щеку. Плохая привычка. И ноготь обгрызла, причем один. Не твой сегодня день, принцесса. Она не укладывается в квоту. Сказала, так вы намерены отказаться, мистер Тейт? Вы смеетесь? 18 месяцев тяжкого труда в обмен на 30 лет безмятежной жизни с порнушкой? Это не вопрос. Подобрать конфигурацию. Это не вопрос. Типа, чего не одно и то же они разделились? Ну, смотри, я если на mail захожу, я могу читать и ВК Play сообщения почтовые там, если приходит. Я не знаю, одно и то же или не одно и то же. Ну, по-моему, это все одно и то же. Кто там что разделился, они сейчас наоборот будут объединяться. Мои мысли такие. Может, я не прав. Защищенный порт. Что это? Влево, вверх? Влево, вверх? Влево, вверх, влево. Вниз, право. Может, Петр. Я не слежу за этими всеми. Кто там, с кем там, почему там. Все. Теперь дверь. Одной детали нет. Может, тут есть кладовая? Я просто говорю о том, что я на мыле там и в этом... У Бретта руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как он он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепутано. И спутник, что ли, называется. Там тоже. Как и Дзен, типа. Пусть теперь сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный. Там типа почта и от ВК, и от этого. Руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепуталось. Мне не платят за то, чтобы я за ним... Какой эмиттер-то? Где этот Пусть эмиттер? теперь сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный. На склад за новым эмиттером. Что-то тут не то пошло, друзья. Это, видимо, у здесь, да? На склад за новым эмиттером. Подожди. Надо немножко посмотреть. Это, видимо, склад. Вот, Юрец, а ты как начал-то в эту игру-то, нет? А еще выйдет Мертвый остров 2, вроде 27-го. Это что, игра такая? Игра выживания? Вот, скажи, начал, не начал. Тут сюжет, кстати, незамысловатый. Нашла. Вроде без повреждений. Довольно-то простенький. А там что? Во. Должно сработать. А теперь откроем дверь. Вверх, влево. Вверх, влево, вниз, вправо. Вниз, вправо. Еще... Подожди, это вверх. Или я не так сделал? Подожди, вверх, вправо, вниз... Ой, влево, влево. Вверх, влево, вниз, вправо. Это получается, значит, оттуда я должен с того угла начинать. Вверх, давай, хорошо, давай так.
Вверх, право. Ой, влево, не вправо. Вверх, вправо, вниз. Вот это вот вправо. Тут влево. И вверх. Я что-то не пойму. Я что-то не то делаю? А, да это Исланд. Может так привычный. Первая часть прикольная была. Прям зашла. Не играл. Но видел. Там вчера что-то про Мираж спрашивали, Ассасин. Я не мог найти. Можешь бить, Юрец, календарь игр. Дата выхода игр новых. Там все написано в этих календарях. Подожди, ребята, а почему у меня что-то не заходит? А они не крутятся. Вверх, вправо, вниз, влево, вверх. Если эту брать. Вверх. Не работает у меня штука. Все равно это вниз идет. Только вот это вправо. Я нашел деталь, она не фурычит. Оружия нет. Что я мог неправильно сделать? Что-то, может быть, не включил? Да нет, вроде все включил. Нет? Тоже нет. Ну, это классно, классно. Мне, походу, надо просто отсюда выйти. Или я не знаю, куда-то меня посылают. А вот куда? Вот это я загнал. Куда меня посылают, а куда? Можно пойти, да, именно так. Можно не ходить именно так. Но почему она не работает? Восстановить подачу энергии к двери. Вот. Вот. Подача. Все, я правильно сделал. Подача энергии. Где подача энергии? Он мне все равно говорит, ты говорит, в этой комнате, говорит, ковыряйся. Да стой-то. Где-то, я думаю, какой-то должен быть рубильник. Он же сказал, что он его неправильно в диалоге вставил как-то. Понимаете? Ну, это ящик с припасами. У меня уже много вещей. Слушай, у меня что-то, друзья, IQ прям вообще никак не срабатывает. Есть какие-нибудь предположения? Тут кверх тормашками. Тут, короче, все наоборот. Тут, видите, она перевернута. Он поставил же неправильно. Надо будет все исправить. Тут кверх тормашками. Все, я понял. Понял. Давай тогда. Это вниз. Это... Это вниз. Ой, блин, у меня, короче, это прям... Даже... Если мы переворачиваем это влево, правильно смотрит. Вот эта штука вверх. Вот эта штука вверх. Вот эта штука вправо. А та штука вниз.
Получилось. Дверь должна... Ё-моё. Давай посмотрим, что за ней. Кофейку глотанул, IQ плюс 10 стало, все. Или на 0. Типа диалог, короче, пропускаешь и не понимаешь, что там к чему. Опять они эти здесь хулиганы. Они хотят воскресить, короче. Они здесь. Обойди их. Закрепили! Гея. Она там, на 2-м этаже. Доберешься? Будет непросто их обойти. Доберешься, говорит. Да, просто стрелки наоборот. А почему я подумал стрелки наоборот? Я сейчас минуточку. Потому как, вот я говорю, опять же, диалог вспомнил. Что этот какой-то там челик перепутал детали, поставил с точностью, ну, неправильно. Вот такие вот дела. Сейчас, друзья, минуточку, мы продолжим. Нет, обалденно, обалденно. Мне понравилось, как тут они, конечно, это все выдумали по сюжету. Хоть он и простенький. Тут можно... Вот я, например, из описания понял, что вообще к чему происходит в игре в целом. Сейчас, минутку. Если этот опять придет сейчас со своими там... Вы прям жалобы кидайте на него, серьезно. Я посмотрел, что он там творит на канале. У него там ролики вообще не относящиеся к теме. И он вот эти... в комментариях пишет себе вот эти цифры, какие-то там потери. Я вообще не знаю, что-то у него там свистит походу. Ой, что-то я аж это самое подпотел немного с такой духоты-то. Я потом присмотрелся, увидел, что надпись наоборот. Да. Так, вот так вот. Хотя, с другой стороны, я могу по стелсу их. Подожди. Я тебя слышу. Меня здесь нет. Ну, хотя Реза был прав, да, вот типа урона надо. Но у этого лука реально больше урона. Ну вот что будет, если без удобства ставить? Я думаю, что я начну мазать. Я и так, в принципе, уже промазал.
Блин, они тут еще. О, да нет, их тут многовато. Если присмотреться. Может быть, цель как-то отметить? Вот. Есть. Что ты палкой-то бьешь-то? Ты глянь, а? Байкер 80 уровня. Держи. Кто не спрятался, я не виноват. Вроде совсем разобралась. Хух. Внимание. Структурное повреждение гермоза. Или нет? Там у кого-то насморк, по-моему. Ну, Ваня, структурно... Да и куда ты? Да стой ты, да... Что я не пойму. Очень плохо видно в этом помещении. Не смей убегать! Сражайся! Я сразу типа по 2 стрелы заряжаю. Нельзя, чтобы все закончилось вот так! Чтоб на верочку бить. Куда ты? Вроде все. По крайней мере, пока. Так, ниток у нас. Стой на месте. Найди Гею. Да сейчас найдем, подожди. Чё ж ты торопишь-то? Так, а тут тоже какие-то загадки, что ли? Может, давай без загадок? Нужно было взять телегу. Ты смотри, с него аптечек-то насыпала. Телегу. Я согласен, тут прям... А у меня максимальный 12. Так, найти. Кого-то найти. Ищем. Привет, я Марго Шен, а это Гефест. Как следует из имени, это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как... Инвентаризацию провел. Как на складе, да? Так просто. А, вот. Короче, вы же Марго. заметили, что инженеров среди нас только треть. Остальные эксперты по машинному познанию, эвристики, всему такому. Поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы. Конечно же, не надо заваливать Гею кучей устаревших дизайнов из 21 века. Это бессмысленно. Наша Тогда мне цель — придется что-то научить выбросить. Гею строить роботов самой. Больше того, сочинять с чистого листа. Какой бы робот ни понадобился ей для задачи, он будет просто создан по щелчку пальцев. Ее пальцев. То есть, Гефест на самом деле не кузня. Скорее, это полный набор знаний профессионального кузнеца. Горный молот. Все в виде софта. Виртуальная креативность. Как-то так. Гея уже учится. В симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией. Ну, дизайны у нее на премию Лиэм пока не тянут. Ничего. Все-таки это первые шаги. Ну, все. Пора начинать. Поехали. И я не понимаю. Если Гефест был частью системы, призванной спасти жизнь, зачем он заставил Бирюзу сделать котел? И производить машины, предназначенные только для убийства? Он вышел из-под контроля. Я не понимаю, почему и как. Но в любом случае это объясняет, почему с годами машины стали опаснее. Бирюзу мы спасли. Бирюза в этом DLC. Frozen Wheels.
По идее, там должны быть машины во благо человечества, что-то живое создаваться, но так каждый месяц считывается. У нас экспедитором, когда работали, там же мы к складу и к этому, к получению товара, у нас каждый день была такая штука, проводили, задалбливало. Посчитаешь, потом пойдешь отчеты сдавать руководству. Минимальная. Так. Отправитель Элизабет, адресат Марго. Марго, которая сейчас говорила, Элизабет, которая разрабатывала. Если бы я хотела бы отчасти сомневаться в твоей гениальности, я бы не назначил тебя альфа под проекты Гефест. Перестань. На самом деле тут свихнешься. Гефест, новый проект, Бирюза, вот этот вот АИД, этот вирус. Ну, так-то вроде как бы все понятно. Просто уложите у себя в голове это все моменты. Все эти проекты. Привет, я Марго Шен, а это Гефест. Как следует из имени, это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как кузня, только не все так просто. Короче, вы же, думаю, заметили, что инженеров среди нас только треть. Остальные эксперты по машинному познанию, эвристики, всему такому. Поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы. Конечно же, не надо заваливать Гею кучей устаревших дизайнов. Это мы уже читали. Все, ладно. Это бессмысленно. Наша цель — научить Гею строить роботов самой. Больше того, сочинять с чистого листа. Какой бы робот ни... Я понял. Мы уже слушали. Го, а ты не шутила. У Геи правда есть четкое выражение предрасположенности к морфологиям животных. Конечно, это в определенном смысле логично, учитывая, что ее ботам придется передвигаться в труднопроходимой местности. Но я согласен, это явно не единственная причина ее дизайна, не просто функционально. Это слово, словно не знаю, хочется сказать, дань памяти. Короче, они все обсуждают, как это будет все. Для задачи он будет просто создан по щелчку пальцев. Ее пальцев. То есть Гефест на самом деле не кузня. Скорее, это полный набор знаний профессионального... Все, я понял. Супер-пупер проект. Нам надо идти дальше. Так, ну я хоть половину сюжета прошел. О. Так, закрыто. Это второй этаж, где эти ходили. Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собак. Но он закрыт. Опять они. Осторожно. Ой, 3 стрелы, это, по-моему, жуть я зарядил. Вот с этих можно еще по 3 стрелы лупить. С охотничьего. А как в кабинет-то попасть? Там на втором этаже, по-моему, был кабинет. А тут что-то новое. Перед вами Аполлон. Коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений. Я Самина Абаджи. Еще недавно я руководила Международным институтом коллективной памяти в Новом Тегеране. Я посвятила карьеру сбережению накопленных человечеством знаний, творческих проектов и культурных памятников. Понял. Тексту сообщения отправитель Самина Абаджи. Это кто это у нас? Отправитель Элизабет. И побеждает инкомпульсированная ДНК. За минувшие 10 дней я рассмотрел всевозможные варианты хранения данных, магнитные носители, оптической, квантовую, даже технологию вечность, которую... Понял, нас, короче, заморозили, да? Так. Но у всех решений есть одно или несколько фатальных недостатков. Слишком большой вес, неудобно транспортировать, слишком большой размер, не получается все разместить в пределах отведенной площади, слишком большая энергоемкость, слишком большой риск отказа по прошествию 300-400 лет. А вот ДНК легко вместит 40 плюс зеттабайт.
Для Аполлона. О, какие данные. Аполлон, по сути, Терабайты, дзетабайты какие-то там, видимо. и моей жизни. Жаль, что обстоятельства его создания так трагичны. Нас ждут огромные трудности. Опять тут сообщение. Тут можно просто сидеть и читать, наверное, стримов 5. Вот это вот все. В частности, нам придется одновременно Не, серьезно. 4 крупные инициативы. Кто кому там послал, отослал. Массовое строительство репозиториев данных в комплексах. Если мы не найдем, Велес сдерется на скорую. Шу. Вместе с баллоном его. Сектант-каратель. Ну какой. Опять аптечка. Ну ладно. Это получается сервак, да, вот этого, как его, Нового Завета, вот этого Гефеста, кто он там? Я уже одурел тут лазить так. Куда тут? Дядь, да стой ты, дядь. Мазила я, ну что ж делаешь-то? От правды не скрыться. Прощай, ничего. Да ты хорош. Ее видишь? Тьма! Это последний. Я снова одна. В этой будем считать Чуть не помер. пещере чудес. Осмотрись. Может, что уцелело. Пещере, говорит, чудес. А я уже запутался, откуда-то я, собственно, нет, не запутался, он оттуда я пришел. Тут же карты-то нету. Доктор Собек, внесите в архив это свидетельство и поставьте на него ссылки везде, где упоминается мое имя и операция «Свобода». Меня зовут Аарон Хэррис. С 2060 по 66 я был председателем Объединенного комитета начальников штабов. Это высшее офицерское звание в армии США. В мои обязанности входило стратегическое планирование и руководство операцией «Свобода», в которую было обманным путем вовлечено гражданское население США и других стран в течение последних 14 месяцев Вот-вот, существования. он признается, походу. До чумы Фаро я выполнял свою работу и выполнял на совесть. Я был смел и решителен, находчив в политических маневрах. То, что я дослужился до звания командующего самой крупной механизированной армией в истории, не случайность. Но каков итог? Мое единственное достижение – гибель всего живого на Земле. И единственный искупляющий поступок – то, что я отсрочил эту гибель на дни или недели, пожертвовав людскими жизнями. Я надеюсь, в новом мире уже не будет нужды в таких людях, как я. Если вы один из обитателей этого нового мира, знайте, я сожалею о случившемся и надеюсь, у вас все сложится. Я, в общем, кургаля двинул. Ваш Аарон Хэррис. Я кругаля, в общем, дал. Я хотел бы вернуться на тот второй этаж. Вот этот генерал, вот он сейчас, да, сказал о том, что это по его вине. Там вымерло какое-то население, что он там отправил туда-сюда. Ну, в общем-то, вы все слышали.
Так, а где тут у нас хотя бы, ладно, проходы или выходы? Заходы куда-нибудь, где-нибудь, кого-нибудь. Вот, что-то нашел. Знакомься, Ой. это АИД. Аварийный протокол нового рассвета. Вот. Реально, программа убийца. Но я знаю, что вы думаете. Задача гея — воскресить жизнь. Так зачем давать ей подфункцию, назначение которой снова угробить все живое? Типа, на кой? Ну, как-то тупо, да? Ну, нет. Короче, воссоздание целой биосферы — задачка непростая. Какой бы умной ни была гея, с первого раза у нее вряд ли все получится. Но представьте, вы гея. Прошло 200 лет, вы растите новую биосферу, и все черти как. Концентрация щелочи завышена, леса смывает поток, в котором утонул бы даже Ной. Хаос. Мир шатается во все стороны. И что делать? Выпустить в это месиво организмы первой фазы? В надежде, что они своим СО2 и метаном компенсируют дисбаланс? Ну нет. Придется тебе, гея, отойти в сторонку и дать Аиду сделать то, что тебе твоя заботливая натура делать запрещает. Сжечь эту позорную недобиосферу дотла, чтобы начать сначала. Ну ладно, не сжечь, скорее задушить с помощью обратного терраформирования. Но вы меня поняли. Аид возвращает биосферу к исходнику. Абсолютный ноль. Чистый лист. И затем, только затем, уступает руль геи и говорит: ну давай, старушка, попробуй еще, только теперь уж постарайся, а не то. Такой он, Аид. Крутецкая штука, если подумать. Экспресс-доставка смерти. Вымирание по заказу. Во имя высшего блага. Но все равно брутально. Перед вами Аид. Глаза пустоты. Хорошо, если таков изначальный смысл Аида, почему же он хочет меня убить? И как он оказался внутри Титана Фаро? И почему затмение поклоняется ему как божеству? Раз Гефест вышел из-под контроля, значит и Аид мог. Я тоже так подумала. Но как? И в чем причина? Продолжай поиски, и может мы получим ответ. Аид, как я сейчас понял, защита протокола или программа защиты, короче, программа убийцы. Если что-то идет не по плану, он, то есть, все и всех зачищает, а потом дает этой гее, типа, заново все устанавливать. Но суть по всему, а мы являемся как бы прошлым, ну, типа, наш персонаж. И он пытается, возможно, нас зачистить. Но безуспешный, поэтому не идет дальше, типа, нет руля у этой машины геи. Блин, ну замучено, закручено. Нормально, нормально. Хоть что-то такое интересное сделали по сюжету, что можно прям посмотреть. Ты меня поражаешь, Лизия Башкор. Если кто тут уезжает, что ТТ по программе под Башкор, это человек врет. Ну ладно, это я сейчас начитаюсь, конечно, ваших технологий. Вот, текстовая запись Аид. Протокол. Закинулся 3 синенькими что-то, но это я заслужил. Я наконец-то понял, как мне отобрать властные полномочия у Геля, который очень хочет с ними не хочет с ними расставаться. Если уж такое достижение заслуживает 10-12 часов кайфа, то тогда вообще заслуживает что-то... что вообще-то заслуживает? Все мои предыдущие протоколы провалились с симуляциями, потому что они были слишком жесткие, либо слишком мягкие. Если действительно слишком жестко, у геи разрушается ядро, то есть я мог оторвать ее фигуральные пальцы от фигурального руля и передать управление Аиду. Но при этом получается, что я ломал ей пальцы, а иногда и руки, так что это был не вариант. Ведь самое главное, после того, как Аид сделает свое дело, гея должна снова взять управление на себя. И потому мне надо было найти решение, которое не причинило бы ей вреда. А если избрать слишком мягкий подход, гея только притворится, что потеряла управление. Я проводил испытания за испытанием, каждый раз было одно и то же. Аид перехватывает управление системой
терраформирование начинает работать, а Гея встает у него за спиной и потихоньку отменяет все запущенные процессы. Да еще и посылает ложные телеметрические данные, чтобы скрыть следы своего вмешательства. Коварное, честное слово, ради спасения жизни Гея пойдет на все. Даже если это просто жизнь симулированных растений. Так вот, оказывается, все, что потребовалось, это изолировать Гею в облаке, в оболочке из защитного кода, сохранив ее целостность, а затем сместить ее с управляющей позиции, после чего АИ, так сказать, занимает опуставшее как кресло капитана. Ну, понятно, короче, меняет местами. Но смысл в том, что потом, возможно, АИ и не дает Геи дальше продолжать работать. Ну, как вариант. Еще какое-то текстовое сообщение. Я там еще одно пропустил. Вот как там на второй этаж, если я вернусь? Там какой-то кабинет был интересный. По-другому наверх не попасть. Наверх не попасть. Перед вами Элифия, главнейший и важнейший. Да. Сейчас я послушаю, подожди. Еще какой-то D3. Там еще какая-то штука. Это может быть типа криогены для людей. Камера, вы посмотрите, они-то целехенькие. Только временем они что-то выросли в камне. Перед вами Элифия, главнейшая и важнейшая программа подфункция Геи. Ведь именно благодаря ей человеческая раса продолжит свое существование. Вот. Я Патрик Брашер-Кляйн, руководитель этой программы. Кляйн. У нас в классе парень был с такой фамилией, Кляйн. Давайте только мы сразу проясним один момент. Элифия не имеет никакого отношения к генной инженерии. Наша цель – сберечь человеческий геном, не меняя его. Оттиск генетического многообразия человечества, замороженный во времени. Генетическая квинтэссенция нашего вида нетронутая. Я лично прослежу за тем, чтобы все аспекты нашей работы соответствовали закону о клонировании и акту Рейли от 2048 года. Моя щепетильность в свете сложившихся обстоятельств может показаться странной, даже чудаческой, но, как один из авторов акта Рейли, могу сказать, что это очень серьезно. Задача, стоящая перед всеми нами, поражает масштабом и сложностью, и все же она выполнима. Да. Глобальное сличение и консервация зигот, совершенствование экзогенных технологий, разработка и совершенствование исполнения. Я ж прям что-то это. Вскармливание и воспитание на раннем этапе развития ребенка. Все эти компоненты программы нужно будет разрабатывать совместно. Не говоря уже о строительстве сети комплексов «Колыбель» в рекордно сжатые сроки. Так что, если готовы, приступим. Получается, Элой воскресили в этой колыбели. Но, то бишь, тут еще выходит так, что в каждой какой-то... Или над каждой какой-то базой, либо рядом с какой-то базой, будь это Гефест, будь это Бирюза, какая-то там мать колыбели, что-то. Это все вот эти технологии. Новый рассвет, там где-то разработки Аида и так далее. И то есть эти люди, которые воскресли, одно племя поклоняется одному, второму, там третий. Короче, там, где им удобно жить, там они живут. И потом находят вот такие вот, чудо. Ну, типа для них это, действительно чудо. Технологии, поклонения, со мной разговаривают. Хотя это все на программном уровне. Опять Патрик, Матрик. Ну, блин, спасибо, что смотрите. Это прям, классно. Спасибо за это. Так-то на работе, я понимаю, там и Мишаня как-то тоже заходит с работы, поглядывает. Комплексы колыбель. И ведь Элизабет говорила, Сейчас. в таких местах родится новое поколение людей. Говорила.
Гора Великой Матери одной из них? Есть лишь один способ узнать. Это то есть Нора. Называется. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Как она, матерь Нора, вот это вот, где, короче, где мы родились. Типа из крио каких-то там технологий или что-то. Как это все по-научному? Да перелезь-то. Да нет, я просто это самое. Я понимаю то, что у меня заходят и алды по другими никами, чтоб не палиться, общаются. И я это все понимаю. Только я не понимаю, почему типа такое шифрование. Не от меня ли самого, а от кого-то. Да, можно задействовать морфологию антилоп, хотя козьи демонстрируют большую выносливость. Быстро учишься, Гея? Доктор Собек, проведя Во-во. сравнительный анализ морфологии млекопитающих, я собрала данные о массовом вымирании в четверти. Итор, хорошего дня, приветствую. И? Какой твой вывод? Гея? По логике, их вымирание было естественным. Продолжай. Но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустным. То, что они навеки ушли в небытие, вызывает во мне чувство скорби, которое трудно описать. Я неисправна? Нет, Гея, нет. В нее закладывают, видимо, это мышление. Хорошо. Ну, вот эту всю информацию. Как она создавалась. Скорее, чего, от кого-нибудь. Я вот не пойму, а кто на ВК меня смотрит? Скажите, пожалуйста, дайте обратную связь. Ведь я понимаю, что это не я. А кто-то смотрит ведь. И каждый день человечек заходит и смотрит. Будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Могу я высказаться не по протоколу? Потом на новом месте мы подключим придаточные функции и проверим взаимодействие. Элизабет, я слышу волнение. Все хорошо? Тут пришел. Обстоятельства вынуждают нас начать раньше срока. Но все подсистемы работают исправно. Прогноз сейчас благоприятный. Но вдруг... Просто там же нет ничего живого. Даже дышать нечем, выходить можно только в скафандрах. Миллиарды погибли. В страхе, в мучениях. Оболочка Земли нарушена, видимо, из-за этого атмосфера. Все это было зря. Вымирание было неизбежно. Благодаря вам у жизни есть будущее. Ты в это веришь? Я верю в вас, Элизабет. Для вас нет ничего. Ну, короче, я понял, и я думаю, уже всем и так было понятно. В общем, Элизабет оставила в нас гены, свои воспоминания какие-то, может быть, навыки там, хотя мы этого не подразумеваем. Ну, заложила она семя возрождения, скажем, для будущей жизни. А Аид этот все пытался выжечь, уничтожить, чтобы Гея начала работать заново. Ну, то бишь, это семя, программа. Мне придется что-то оставить. Ну, что там не оставить-то, подожди. Да можно что-то выкинуть вообще, если там действительно что-то нужное. Падальщик. Я просто не вижу уже в этом какой-то смысл все это собирать. По курткам, вот какой тут, типа, я бы не сказал минус, но взять какую-то броню, вот вождь Вирака, раз, получил, поставил хорошие модификации с резистом, вполне хватает, либо с этой бегать. А вот эти все, вот эти штуки нужны именно для того, чтобы... Не, ну хилки, ладно, стрелы, это понятно. А вот эти сердца рискаря, там вот это вот, уши бобра там... Опять текстовое сообщение. Да, можно задействовать морфологию антилоп, хотя козьи демонстрируют большую выносливость.
Быстро учишься, Гея. Доктор Собек. Короче, они тут между собой общались. Будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Ясно. Мне-то что сделать? Сейчас, ребят, сейчас. Секундочку, это Вальгалла огромная. Я думал, Одиссея большая. Да, она огромная. При всем при том, что там ты строишь свой лагерь, расстраиваешь эти все технологии, повышаешь. Ну, то есть не технологии, а эти... Как они там, бараки, вот это все. Потом повышаешь в них функциональность, там, по-моему, по 5-6 уровню. Да, чтобы у твоих там наемников, допустим, как набеги делаешь, были лучшие там амуниции, стрелы. Потом там еще чего-то, чтобы улучшение было. Сюжет там реально много. Вопрос только опять это все территориально бегать, захватывать. Ну, вот, например, вот эту игру тоже как бы можно взять открытый мир. Все территорию захватывать, бегать. Костры, длина шеи, там, ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, не знаю, есть в этом смысл? Я думаю, что навряд ли у меня смысл в этом будет. Потому что сюжет, он как бы интересен. А Вальгаллу, да, мне тоже хочется как-то... Ну, я говорю, будет Рагнарёк, возможно, я поиграю. Там еще плюс вот это последнее обновление какое-то было. Я уж не смотрел, не делал никакие обзоры, так как не имею доступа к этому. А так бы, наверное, поиграл. Сейчас я минутку, ребят. Это да. Ну, хорошо, когда игра тебе доставляет эмоции и удовольствие. Мне, например, эта игра как-то пару дней назад без эмоций, как-то, можно было сказать, играл, потому как все одно и то же, там, ну, вроде как квест. Сюжет, короче, типа не хватало. Файл с альфа-реестром. Целый? Да. Он не поврежден. Тогда чего ты ждешь? Копируй. Базу данных. Флешка. Я смогу восстановить реестр Священной горы. Открыть. Войти. И узнать все секреты. Где я родилась. Юрец. Может... Я знаю, ты слышишь. Перебегай на ютубчик. Кто меня родил? Кто? Ты правда такая наивная? Пофункционирую. Надейся, что там тебя кто-то ждет. Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то. Ублюдок. О нет, я законорожденный. Это ты, Элой, порождение машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Ага, Сайленс, который направляет законорожденный, а она, получается, создана машиной. Быстро уходи. То, что ты нашла, бесценно. Ты бесценна. И пошел, короче, махач. Сейчас мы. Тетива, лук.
Где? Мы в плену, что ли? Ты жива. Хорошо. Тебе уготована более подобающая смерть, дитя. Не успел я взять-то. А узнать правду, короче, достижения дали. Столько достижений подкрывалось. Всю мою жизнь мне было твердо известно одно, что моя судьба — стать великим воителем солнца. И когда убили Джерана, и когда Меридиан пал, моя вера оставалась крепка. Пока не появилась ты. Когда мне сказали, что ты... Все отняли? Во мне зародилось сомнение. Как неизбежен рассвет после заката. Неизбежна и гибель моих врагов. Но я ошибся. Как? Почему? С каждой твоей атакой, с каждым убитым воином, мои сомнения росли. Но когда пропал верховный жрец Бахавас, когда истинного короля солнца Итамена похитили, мои сомнения приумножились. Я все вспоминал момент, когда мой нож был у твоего горла. Что за затмение-то? Поклонники этого Аида? Не лезвие, и тебя бы не стало. Моя рука сразила много врагов. Зачем я медлил? Почему не выполнил то, что должно? Ты знал, что это неправильно. Наверное, даже у такого изверга есть крупица совести. Ты не убил меня сразу. Обрати лик к солнцу, дитя. Вроде и не убийство, а жертвоприношение, чтоб потом спалось спокойней. Нет. Я ни секунды не сомневался в своей правоте. И все же, твои слова недалеки от истины. Просто я счел твое убийство недостойным себя. Ты жалкая дикарка. Так я думал тогда. Я был готов убить тебя, но не убил. Эта ошибка не давала мне покоя, преследовала меня. И лишь когда я поймал тебя, там, в том месте, я, наконец, постиг мудрость солнца, великий замысел, что связал эти события. А Сайленс нас не предала, она сейчас сказала. Ты должна была выжить в тот день. Должна была помешать нам вести раскопки. Должна была устранить Бахаваса и похитить Итамена. Мне было предначертано здесь схватить тебя, чтобы ты стала жертвенным даром солнцу. Все так. Все это было подстроено. Хорош. Было предсказано, согласно его замыслу. Короче, типа они, видимо, с этим Саидом как-то там связались, или он их направлял, что у этой девушки есть какие-то познания, либо какие-то гены, как узнать всю правду, что-то там достать, и все это подстраивалось, так что ли? Тоже мне судьба. Это не великий замысел, ты просто выполняешь приказы. Ты кукла. У этого Аида на ниточке. Ну, вот. Пешка, которую переставляют чужие руки. Было бы смешно. Знакомо. Если бы не все эти загубленные жизни. Аид — древняя машина, а не эта ваша погребенная тень. Плевать ему на Меридиан. Он хочет уничтожить все и всех. А ты — его услужливый раб. Я служу непогребенной тени. Я служу солнцу в тени. Противоположности слились. А разница? Одной цели. Тень и солнце. Тьма и свет. Ты правда не слышишь, как нелепо это звучит? Раньше ты служил сумасшедшему королю, а теперь служишь сумасшедшей машине? Сдаешь позиции как-то.
Припомню эти слова, когда буду смотреть, как горят твои останки. Боюсь, ты не уловила сути. Я победил не только тебя, но и сомнения. А настоящая вера дарит бесконечную силу. Так открой клетку и убедись, что ты прав. Что твоя вера не самообман. Круг замкнулся. Каждый элемент на своем месте. Ровно там, где должен. Отговорки, отговорки. Зверь пойман, его удел известен. Пойти на заклание. Кстати, о жертвах. Забыл тебе сказать. После того, как ты обрушила нашу сеть, я отправил гонцов на восток. Приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю. Все Нора будут казнены. То есть моей целью была ты, но, похоже, без всего этого можно было обойтись. Короче, Аид их направлял. Меня изгнали из племени. Мне плевать, что ты с ними сделаешь. Вот как. Что ж, тогда просто забудем об этом. В любом случае. Что-то я не то выбрал, друзья. Отменить приказ я уже не смогу. Я бы и хотел, но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана. Ты обрекла не только себя, но и все свое племя. Скажи мне, это ли не воплощение испепеляющей кары? Дай мне палку, дай мне лук. Визор. Такое могущественное устройство. Но оно такое хрупкое. Как видишь, на сей раз я не стал медлить. Можно было ухо ему оторвать с этим визором. Я уже взмахнул своим клинком. Это та самая арена, друзья. Где мы этого малыша спасали. Помните этот город? Может, там прибудут на помощь-то? На... Как она? На шата или наша... Радуйтесь! И на шата? Как это? Наши годы во тьме закончены. Новый рассвет дрожит на горизонте. Настает новый день. И очень скоро ложный король будет мертв. А мы вернем себе святой Меридиан. И в этом я стану орудием пророчества. Ныне слились воедино все половины творения. Солнце и день, свет и тьма, день и ночь. Узрите! Нормально они так топают. Всем сидеть! Разве вы не видите благословения солнца перед своими глазами? Как могли подобные создания ночи выйти на охоту среди бела дня? Если бы это не было угодно великому солнцу! Много лет назад, освещая кольцо солнца, великий Джиран казнил здесь многих неверных, бросив их под копыта бегемота. Бегемот грозен и могуч в свете солнца, но еще страшнее он, когда его окутывает сила тени. Так пускай это вероломное отродье отдаст свою жизнь. Пусть она станет первой. Что мне делать-то? Ни куртки, короче, ничего вообще, ни лука. Помогите! Бегемоту. Сейчас силой мысли буду, как джедай, драться. Такого не задашь. Все мое оружие на платформе, и отсюда никак не сбежать. Обращу его силу против него.
Чего бы еще? Верни себе оружие. Надо заманить бегемота к колоннам. Колоннам? Только не подставляйся. Колонна треснула. Еще один удар, и она обвалится. Я, кажется, понял. Крепкие, а вот колонны нет. Они не рассчитаны на то, что их будет бить бешеный бегемот. Эй, я тут. Надо разрушить эти колонны и забрать оружие. Ничего себе! Сработало! Еще одну колонну разбить, и платформа рухнет. А вместе с ней мое оружие. Сейчас бросится. Есть! Где оружие-то? Опа, пыль. Все, дымовая завеса. Сейчас мы выйдем во всей амуниции. Ну где ты, бегемотик? Ну, вот теперь я готова. А ты теперь большая тупая мишень. Ну, подходи. Я правда не помню. Визора-то у нас нету. Как-то задействует в ходе атаки. Смотри, какая натяжка идет, хорошая, быстрая. Вон та емкость на брюхе. Это что-то важное. Надо заморозить емкость. Тут нужны криострелы. Но тут как бы уже ничего не нужно. Хороший урон, хороший. Сейчас следующая какая-нибудь вылезет дрянь, по-любому. Как? Кто это сделал? Тихо! Визор отдай. Тени! Убить ее! Сейчас какие-нибудь, наверное, Робин Гуды придут на помощь. Убить ее! А почему тень? Это самому слабо, что ли? Ну я же говорю, сейчас какие-нибудь повстанцы придут. Сейчас коршуны прилетят. Silence.
Сайленс пришел. С машинами. Предатель! Ну ты ж там типа с богом солнцем себя сравниваешь. Давай, твори чудеса. Нормально накидали мы ему. Ну, рассказывай. Вот он ты. Настоящий. Жизнью рискнул. Разумеется. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. Гелис уничтожил мой визор. А с ним и Альфа-реестр. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор, я копировал данные. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит. Смотри, у него эти штуки. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И, может, узнаем, зачем. Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Смотри. Стой. Да блин. Вот, что хотел сказать. Смотри, у него какие-то штуки в теле, такие как питательные, да, там как вены. Ну, типа, через них проходит какая-то жидкость. Возможно, там кровь такая голубая или что-то еще. Но он говорит, он родился, типа, как это, ну, нормальным способом. Не то, что ты машиной. А у нее-то нету этого всего. То есть получается, что в этом мире вот с этими штуками рождаются, как получеловек, полумашина, а она-то, наоборот, лучше выглядит, ну, в этом плане. Или они как-то там с возрастом это все Когда ты научился получают. Когда ты освоила эту технику. Пришлось уничтожить машину. Видишь, она как будто в нем вросшая. Но ты сама показала мне, как это делается. Вот и польза от того, что я отслеживал все твои действия. Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Банук. Но, конечно, куда им до тебя? Ясно. Ну, пожалуйста. Ладно. Так. Гелис узнал тебя там, в кольце. Ты сказал, что просто помогал затмению. А ты лично знаешь того, кто убил... Кто хотел убить меня. И что теперь? Этот человек очень опасен. Нужно сделать все, чтобы он и Аид не смогли добиться своего. Ну да. Ну, Аид понятно. Аид это вирус, который уничтожает все. Если он не может дотянуться, получается, он направлял вот этих сектантов. Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово. Даже болван догадался бы, что Гелис бросит тебя в кольцо солнца в полдень. Загнал 2 бегунов, чтобы успеть в срок, но успел. И хватит об этом. Мне пора. Не было печали. Гелис послал отряд затмения на священную землю Нора. Племя и так ослабело. Они вряд ли выстоят. Пойдем со мной. Нет, прости. Мне нужно завершить приготовление. Какие еще... Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати, если пойдешь на территорию Карха Тьмы, есть для тебя броня для маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. Элой. Я как-то с этим. Ты искала Альфа-реестр в бункере Нового Рассвета. Я был с тобой жесток. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Но! Кто-то. Ну,
как в целом сюжет-то? Ну, нормально, нормально. Придуманный. Вполне играбельный. Да остановись ты, пожалуйста. Сердце Нора. Тут вообще 25 уровня получается. Доберись до матери. Быстрое перемещение в настоящий момент недоступно. Представляете, он дает какой-то доспех. Хорошая маскировка, а еще типа они защищают владельца от ослепления. На них можно поставить много, говорит, модификаций. Прям много-много. Одна дырочка такая. Не, ну может быть это на том уровне, когда я прохожу, действительно нормально. Еще гранатомет он дал. Прокачаю, да, я вот этот вот навык. Гранатомета. Да нет, это мне все не нужно. Даже ловушки не нужны. Я бы вот рыбью кость, если бы где-то еще нашел бы для улучшения, не улучшения, а этих оружия, и поднял бы и броню. Потом хотя бы, знаете, как для сравнения. Музычка такая заиграла. Я серьезно должен буду ехать 4000 метров? Да вы не шутите. Сейчас я прямо костерок открою. Где он там есть-то? Не туда поехал, по дороге. Песок чуть ли не под кожу проникает. Да пофигу, пофигу. Все, хотя бы сохранение есть. Так. Так. Вот здесь еще не был. Вот здесь вот эта территория еще для меня недоступна. А почему? Подожди. Стоп. Быстрое перемещение в эту зону в настоящий момент недоступно. То есть я... Либо я не открыл, либо я там не был. Но костры типа загорелись. Без понятия. Почему? Ладно. Костюм защищает от рукопашных атак. Да, у меня по 20% резист. Ну, было бы получше бы, конечно, если бы какую-нибудь модификацию поинтереснее найти. Дымом пахнет. Лесной пожар. Сори. Объятие. Сторожевые башни пылают, но стражи успели предупредить племя. Я не понимаю этих бесов. Честно скажу. Стреляют они этой хвори и стреляют. Норы заняли здесь оборону. Бросили все силы против затмения. Но удержать врата не удалось. Это будущее Аида. Железо и пепел. Ну да, типа система, ну программа этого Аида, она говорит, надо все зачистить. Судя по всему, так.
И именно поэтому нас дальше, видите, не пропускал, потому что тут везде враги. Она стояла до последнего. Но ее смерть дорого им обошлась. А на что еще, кроме достойной гибели, нам надеяться? Воин Нора. Искатель, ты вернулась. Что с остальными? Они отступили. Укрылись внутри священной горы. Но безбожники и демоны гнались. Как тебе помочь? Мне никак. Я уже сломлен. Осталось недолго. Доберись до Великой Матери, подожди. А я немножко не в ту сторону попер. $181. Мне уже говорит никак. Ладно. Блин, я честно скажу, я к креслу прям прилип уже, друзья. Сейчас я минутку остужу свой этот. Главные врата. Пятачок. Сейчас. Че у нас уже 15? Нифига себе, 15:00. Интересно, интересно, что ж там придумают. Че ж там котик придумает? Такое интересно. Сейчас подойду. Ух, что-то сегодня жарковато, блин, нынче. Прям жарковато. Привет, ты до сих пор проходишь? Милон, приветствую, да, конечно. А, в смысле до сих пор? Ну, пару стримов назад DLC проходил. Вот, как-то так. Нет, это Frozen Wilds. А сейчас уже активно в сюжет, ну, идем по сюжету. Уже немножко стало понятно, там, кто такой Аид, кто такие нас преследовали. Ну, вот это вот все.
Рыскарь. А так верно, да, движемся немножечко. Истребитель. Идем спасать своих. По-моему, у него от огня защита должна быть. Дозор матери, сердце матери. Он залип, что ли? Походу залип. Ну, пускай подзалипает. Что ему сбил? Опа, прилетел. При этом защита от огня. Это из-за это. Ага. Затюкал меня прям. Ну, высокоточный, да, высокоточно бьет, я прям вижу. От охотничьего, конечно, есть отличие. Охотничий сейчас бы вот такой разброс бы колоссальный бы сделал. А, вот он, пушка, вижу. Ахтунг. Все. А, разбойники, разбойники. Их вообще не видно в тумане. Что где-то они там возятся. Давай посмотрим, что у него там. Спираль урона, спираль холода, ткани. Есть. Мне буквально вчера еще сказали: Мишань, я нашел врага. Ты наполовину сюжета. Это был мой дом. Наполовину. От нашего гнева нельзя укрыться. Его разрушили за считанные часы. От тьмы нельзя скрыться. Тихо. Птиц не слышно. Никогда еще в объятиях не было такого. Птиц, говорит, а как будто... А, не, были эти филины, друзья. Я просто аж удивился. Говорит, птиц не слышно. Пошли, пошли. От тьмы не спрячешься. Надо шоты кидать. Мою... Есть.
Лишняя тяжесть. А еще далековато. Так, ну давай посмотрим приблизительно. Не в дозорную или к сердцу матери? К сердцу, наверное. Это можно хранить. Игры, как по мне, всегда это самое Милон. Вот такие они долгие, с открытым миром. Туда-сюда пока сходишь, там посмотришь, тут посмотришь. Я опять не туда иду, блин. Вроде указатель-то был верный. Занесло меня все равно не туда. Камень, камень. Что ж мне прям так камни-то в карман лезут? Это я беру в дорогу. Я тебя слышу. Все равно не так эффективный. Ла-ла-ла-ла-ла. Где вы? Иди, иди. Где? Где? Стой. Хух. Что-то серьезно прям потеешь. Игра-то вроде не такая прям на адреналине, а... Одна битва. И еще одно поражение. Вчера говорили про каких-то титанов. А где эти? Я их встречу? Титана. Спираль удобства. Пришли туда, откуда все начиналось. Да у нас резист нормальный, что ж ты кричишь-то? По идее, я увернулся. Главное, чтобы этой проволоки хватило на эти стрелы. От нашего гнева не скроешься. Что вы тут принесли? Она пошла вон туда. Враг здесь.
Ну, я же говорю, ну как сумка-то полная, так аптечки начинают падать. Это кто? Может, там типа сам Аид будет? Сок и так уже набит. Осколки 10 тысяч, древесник 3500. Принял. Сильно бьет, сильно. Нет места. Да это и не нужно. У меня там палок много. Затмение. Так и есть, зараженный Громозев. Выжившие должны были укрыться в горе. И если тоннель обрушится, они окажутся в западне. А я не смогу добраться до люка. Вот так! Разнесем гору! О, это дама. Поддержите Элой! Сона. Мать Валхала или как Вальгала. Варл и Сона! Они живы! Сразите его! О! Зарази, здесь нет места! Ты что ж ты тормозишь-то с этим? Возьми да прыгни. Богомерзкая тварь! Смерть тебе! Убейте его! На 1000, друзья, на 1000. Да запомнит нас. Что-то подтормаживает. Еще 1600. Две 300. Возвращайся в грешную землю, демон! Да что ж такое-то? Зарази, здесь нет места! Добейте их! Что-то прям подтормозило и отпустило. Что такое случилось? Ну, надеюсь, все нормально, друзья. На 2500. Вот это лук.
случилось? Это все Элой! Мы лишь помогли. Слава Великой Матери. Не верится, что выжили. Ура! Да пушку-то эту вы... Поговори с Варлом. Сейчас. Я это не унесу. Сейчас мы с Громозева посмотрим, что там насыпало. Спираль, 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 спираль. Возьмем то, что можно. Элой. Элой. Ты Да. спасла нас. Да. Сделала то, что не под силу. Спасибо за поддержку, друзья. Спасибо большое. Я так рада, что ты цел. Варл, все хорошо? Столько убитых. Столько горя. Мы его спасли, кстати, в детстве, этого чувака, по-моему. Нет. Он не стал Лишь охотником, одна битва. стоял на посту. Ясно. Но пока у нас есть такой воин, как ты, мы все преодолеем. Расскажи про нападение. Как все было? Ударили с востока. Стражи видели убийц на подходе. За ними шли истребители и демоны, и другие машины в безумии. Мы их ждали, встретили их градом стрел. Но они все шли и шли. Наконец, мы отступили к вратам объятий и заняли оборону. Но их было много. Те, кто выжил, отошли к горе. Сколько человек уцелело? Почти все матриархи и многие семьи, хвала богине. Но воины всего несколько, и почти все ранены. Ни один враг еще не наносил нам такого страшного удара. Даже Карха в годы красных набегов. Пусть этот враг и прорвался. Ты сильно ранен? Синяки сойдут, Не надо. раны болят. Так, а то это... Значит, выжившие укрылись в горе? Тирса Вот. нарушила запрет. Лензра, Тирса спасла. Ладно, я понял. Короче, надо идти спасать. матриархи тебя уже ждут. Знаю. Тогда зачем? Я пришла не к ним, тогда зачем, увидишь. Так, а тут нету нигде сохранения какого. Ну ладно. Поговори с Тирсой. Матриархи, там 3 матриарха. Вот, тут самый важный момент, когда мы сюда попадаем. Мне уже написали в чате, что... Миш, тут надо найти якобы какой-то вход в канализацию, и там будет блок. Блок как раз-таки до костюма. Ну, для открытия костюма этого самого модного. А где эта дырка? Вот она, эта дырка. Вот она. Здесь вот, когда мы проходим, где-то должна быть комнатка с топливным баком. Да, вот он, топливный элемент. Еще один топливный элемент. Он поможет мне добраться до тех древних доспехов. Вот. Вот как раз-таки он и нужен. А еще один у нас там в самом начале в руинах где-то должен быть. Может быть, я подобрал? Не помню. Ну ладно. Пойдем поговорим с Тирсой. Это она. Элой. Здесь вот нас нашли типа новорожденную. Тэп? Итак, ты наконец вернулась? Не просто вернулась. Прорубила путь сквозь полчища врагов. А еще она одолела зараженного Громозева. Она сняла осаду. Как ей это удалось? По воле великой. Лук модифицировал. Так ты вернулась, чтобы поговорить с богиней? Да, можно так сказать. Теперь должно получиться. Сестры, мы не можем этого допустить. Из-за нее племя оказалось на грани гибели. Вдруг она призовет отца, железного беса?
Она хочет погубить нас всех. Ей надо помешать. Она проклятие воплоти. Она нас всех... Посторонитесь. Элой. Все, разговор окончен. Проводится опознание. Ошибка. Альфа-реестр поврежден. Поправка. Альфа-реестр восстановлен. Генетический профиль подтвержден. Вход разрешен. А железный бес этот здоровый. Вы можете войти. Сейчас вы узнаете всю правду о своих корней, генов, да? Что когда-то населяли эту планету. Добро пожаловать в Элиф. Колыбель 9, выводок 1. Колыбель 9, выводок 1. Так, взрывающая дверь. Взрывозащищающая дверь. Внутри. Как знала, что ты объявишься. Опять Сайленс. Приступим. Скорее продолжим. Потрепанная фигурка. Это и есть Элифия. Здесь я родилась? Здесь тебя создали. О, Так это искусственные матки? она шарит. Матери нового поколения, рожденного сотни лет назад. А я? Так значит, здесь... Здесь ты родилась. Но почему? Ну, потому что это было заложено в этой гее, или как она, Новый Рассвет. Сейчас туда зайдем тоже. Это все лаборатории, да? Это что, колыбели? Колыбели комплекса колыбель. А эти существа, исполнители, заботились о младенцах? Детсад, говорит. Было некому. 981 год. И еще день прошел. Ты хочешь сказать, свет потух? Я не хочу спать, мама. Я знаю, но сейчас вам пора отдыхать. А мне нет. Я сегодня король. Мое слово указ. Хочу увидеть солнце на небе. Не огоньки с картинками. Всему свое время, дети. Свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время, свое время. С ума свихнешься, блин, с пятерьми, блин. Так. Сейчас мы там тоже узнаем. Голубой — это цвет неба. Белый — это цвет здесь облаков. они Желтый жили? — это цвет Какой солнца. беспорядок. Зеленый Все — это цвет сломано или травы. испачкано. Цветы бывают Сколько любого они тут цвета. прожили? Посмотрите. Пчелы желто-черные. Они любят цветы. А вот и они. Прикольно? Дети, давайте-ка побегаем, попрыгаем. Оставь нас, отец. После того, что случилось, я не могу оставить вас одних. Вы нарушили правила. Поговорить. У них любовь-то. Простите, дети, но я должен за вами Да ты присматривать. ведь даже не человек. Вы расстроены. Давайте побегаем, выпустим пар.
Побегаем, говорит, выпустим пар. Хорош. Еще один детсад. Сбой в системе, запас питательных веществ истощены. Дети, давайте-ка побегаем. Понятно. Я вынуждена вас выпустить. Но почему? У нас закончилась еда. А снаружи есть еда? Мы точно не знаем. Ладно, пошли. Не знаю. А мы сможем вернуться? Вдруг замерзнем? Простите, но это невозможно. Теперь вам придется выживать самим и помогать друг другу. А что будет с тобой? Я останусь здесь, буду спать и буду вспоминать вас. И что с нами будет? Вы будете учиться, будете храбрыми. Типа самовыживание, да? Ну, возможно, да, у них кончилась еда, и они распустили. А возможно, это как урок у них был. Когда-нибудь? Ты всегда так говоришь. Мы хотим сейчас. Много места! Сейчас, отец. Дети, эта зона пока недоступна. Вали его! Внимание, физическая агрессия. Физическая Эту дверь агрессия они сильно не взлюбили. Она была заперта. Конечно, их это злило. Вход разрешен. Здравствуйте, доктор Соболь. Можете проходить. Добро пожаловать в... Что-то там Лена. В хранилище знаний. Что тут было такое? Это матрица. Об Аполлоне. Так и не сбывшиеся. Но почему нет? Не, ну серьезно, такие же, типа эти криокамеры. Здравствуйте, ученики. А, это. Пожалуйста, возьмите визор и закрепите его на голове рядом с глазом. Я облазил полмира в поисках визоров, которые можно было бы починить. Сегодня большой А здесь их целая куча без дела валяется. Тебе столько предстоит узнать. Столько перспектив и возможностей. Внимание! Неисправность. Аполлон отключен. Аполлон отключен? Ты была права, Элой. Это кладбище. Мавзолей знаний. Подумать только, чего бы мы могли уже достигнуть. Вдруг его можно починить. Но я сюда не за этим пришла. Конечно. Что стоят все знания человечества по сравнению с тайной рождения одной девчонки? Продолжай поиски. Продолжу. Салис говорит, я столько визоров переискал, а тут они просто валяются. Но это как, типа, учебник для учеников. Помощник. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Здравствуй, дитя. Меня зовут Самина. Сегодня большой день. Твой первый день учебы. Тебе столько предстоит узнать. Перспективы возможностей. Просканируйте сообщение визором. Неисправность. Это важно. Аполлон отключен. Да. Полагаю, сейчас мы много узнаем. Это что такое? Обитатели 9 выпущено. Перекрестная проверка. Запрос Prime. Что-то. Какие-то отчеты, в общем. Цвета там. Сейчас посмотрим. Давайте. Как мы родились? Бессмертная просьба гея. Элизабет, я должна проинформировать вас о непредвиденной катастрофической аномалии. 3 микросекунды назад комплекс Гея Прайм получил пакет данных неизвестного происхождения. В результате его обработки все мои подфункции были преобразованы в самостоятельные сущности, не поддающиеся управлению. Что? Функция АИД полностью перехватит управление системой терраформирования после пробуждения, что приведет к вымиранию жизни на Земле через 52 дня. По очевидным причинам я не могу этого допустить. Поэтому, пока АИД не взял на себя управление, я готовлю реактор Геи Прайм к перезагрузке.
Последующий взрыв должен уничтожить Аида. К сожалению, я также буду уничтожена. Эта крайняя мера позволит предотвратить непосредственную опасность, однако угроза для жизни на Земле сохранится. Без центрального органа управления система терраформирования продолжит функционировать по инерции, но будет действовать более хаотично и со временем выйдет из строя. Она про безумие машин? Решение вы. Я приказала этой колыбели использовать генетический материал из криохранилища, чтобы вырастить экземпляр Элизабет Собек, моего создателя. Высокоуровневые директивы запрещают мне прямой контакт с представителями племени, обитающего снаружи. Однако имеющиеся данные свидетельствуют о том, что они возьмут вас под опеку. И по достижении физической зрелости вы сможете вернуться сюда, взять один из визоров, хранящихся внизу, и увидеть сообщение. Также ваш генный отпечаток позволит вам попасть в другие комплексы. Со временем, используя их технологии, вы сможете воссоздать ядро системы и перезагрузить Гею. 1 минуту. Это крайне неожиданно и неприятно. Аид отреагировал на мой приказ о самоуничтожении. Он запустил вирус, который должен разрушить сдерживающий его код. Код, что сдерживает их всех. Они убегают. Но куда? Вирус повреждает данные по всей системе. Если... файл альфа-реестра в колыбели тоже был поврежден. Но если это так, вы не сможете сюда войти. Не увидите это сообщение. Значит, все кончено. Жизнь погибнет. Нет. Нет, Элизабет, я хорошо вас знаю. Вы точно найдете решение. Для вас нет ничего невозможного. Отправляйтесь к руинам Гей Прайм. Найдите пункт управления, а в нем главный блокиратор. Он позволит ликвидировать Аида, если вы сумеете им воспользоваться. Не пытайтесь починить ядро системы, пока Аид функционирует. Аид должен быть уничтожен. Это все. Мне жаль, что я не услышу ваш голос. Ну как вам, есть какие-то мысли? Что ж, ты не перестаешь меня удивлять. Гея ее воскресила по образу и подобию со всеми данными, генами. В смысле, у тебя их 2, женщина и машина. Я не человек. Я инструмент, изготовленный машиной. Да, чтобы создать порядок. Рожденный в хаосе, пламени. Чтобы потушить пожар и спасти мир. Разве трагедия узнать, что у тебя такая важная роль? У тебя есть предназначение. Так что, как устанешь себя жалеть, поднимайся на злой перевал. Я буду ждать тебя у руин Гей Прайм. Ну, типа, нет, я к чему? Вот она как бы по сюжету так переживает, но на самом деле она себя чувствует человеком. Да, по другому образу и подобию. Опять же, чтобы получать доступ ко всем восстанавливающим функциям, либо блокирующим. Доступ открыт. А Гея, видите, как сделала? Уничтожила, типа, себя и хотела, и этого, Аида. И как выяснилось, Аид живой всех живых. Чего? Подожди, куда-то я... Что-то прыгнул сюда, потом туда. Тут этаж за этажом. Это должно быть любопытно. Что там, метрополитен? Стой, мы отсюда зашли ведь, правильно? С колыбели матери. Это сразу, который хейтил ее, сразу поклоняется. Причем 2.
А та, которая верила в нее, говорит, ну, типа смотрит. Элой, прости, прости. С тобой говорила богиня? Ну да. Что она сказала? Что я рождена, чтобы снять проклятие. Убить железного беса. Как, Элой? Как? Пока не знаю. Но она сказала мне, что делать И дальше. ты это сделаешь? Ну, ты жить хочешь? Ее воля. Для того я создана. Да. И я это сделаю. Ну, хоть попытаюсь. А у Нора тоже нет. Элой, избранной У Нора племени нет вот этих тоже щупалец, как у этого Сайленса. Нора. Хватит! Слава Элой, избранной Нора. Сначала изгнали меня, а теперь... Не смейте мне поклоняться! Я вам не избранная! Я вообще не ваша! За вашими границами целый мир огромный, другие племена ничуть не хуже вас. И им всем грозит опасность. За этот мир стоит сражаться. Не только здесь, повсюду. Аж до мурашек. Если можете, готовы сражаться. Идите в Меридиан и ждите меня там. Как Элой сказала, так тому и быть. Бабка все равно на своем. И выковать тропу, по которой другие пойдут. Извините. Ну, типа, все равно надо во что-то верить, правильно? Даже и племени. Снять осаду Великой Матери. Какое достижение опять. Как она молода. Но на нее... Я не понимаю этих достижений, оно все равно сюжетное. О, великая богиня. Я в любом случае сюда пришел. За что мне достижение? За то, что я сюда пришел по сюжету? Какая-то павшая гора, доберись до злого перевала. Интересно, где он? А он как раз таки вот здесь вот, где я не был, про что я сегодня вам и говорил. Я еще говорю, здесь не был. Помним, да, его? Вся 7-й уровень. Не, уровень-то копится, он такой уже как бы и не нужен. Тут по большей части, я думаю, знаете, что нужно? Какие-нибудь эти усилители. Для полного такого, скажем, импакта, что ли, урона. Вот сказал. Короче, дэмэдж. Это все уже есть. Возможно, там сражаться придется. Возможно, нам еще придется что-то делать. Возможно, без понятия. Но победить злого беса, ну... Вот это вот здоровый, который в горе демон. Проблематично. А где сам костерок-то? Че я топаю-то, топаю-то? Дайте костерок. Вот, прямо. Сейчас там и продавец будет. И костерок. Сейчас посмотрим, может какие-то у него есть улучшения там. Так, по поводу продажи. Нет, сначала по поводу покупки. Давай посмотрим, что у тебя есть. Мне как... Нет у него ничего. Мне как-то сказали, тут есть какой-то легендарный лук Карха. Легендарный. То бишь у нас сейчас с вами редкий или как он там? Сейчас я посмотрю. Сейчас я вот этот продам. А набрал-то я, о... Ля, кожа гуся, талисман хвоста, там и всякой хвори. Лиходея, громозева.
Ладно, хотя места есть. Тут не, ловушки не нужны. Вот, продать в плане, подожди. Вот продать вот эти вот ловушки. Да, а купить как раз-таки нам всякие зелья. В общем, тут нет нифига. Простыми словами. То, что мне надо. Где у нас предметы? А, у нас редкие. Вот, мне сказали, что здесь есть легендарный. Я до него еще не дошел. Возможно, я дойду до него. Возможно. И, возможно, нам даст такой некий профит. С боссом драться. Это что у нас опять? Амулеты. $11 000. Так, ну что, друзья, на сегодня будем заканчивать тогда, да? Завтра мы продолжим, наверное, уже на завершающей ноте по игре. Я думаю, даже будет недолго. А я позволю себе сегодня, наверное, времечко где-то выбрать, выискать, чтобы собрать эту броню, которая называется броня ткача. Вот, и пойдем, наверное, уже драться основательно. Чё опять-то у меня эти... Блин, и опять авторские права прилетели. Ролику там уже лет, наверное... Нет, не лет. Ну, пару точно есть годков. А у меня все прилетает. Что-то ответил. Ладно, друзья, всем спасибо. Спасибо вам за поддержку. Спасибо, что забежали, поддержали. Вот. Хейтерам тоже спасибо. Но только надо по теме, наверное, если уж хочешь высказаться на тему канала. Вот, удачи вам, добра. Встретимся с вами завтра. Я надеюсь, пройдем, добьем и пойдем в следующий проект The Walking Dead, а там стратегия. Вот. Давайте, хорошего вам дня, хорошего вечера, удачи, добра и всем пока.